Вы когда-нибудь видели беременную слониху? Но что, если эта беременность таила в себе настолько редкий секрет, что его можно было бы считать настоящим чудом природы? Именно это и произошло со слонихой в самом сердце Африки. Команда медиков была готова к обычным родам, но когда момент настал, они поняли, что совершили огромную ошибку. То, чему они стали свидетелями в то утро, лишило дара речи даже экспертов. Если вы думаете, что уже посмотрели все, что можно узнать о животных, подождите, пока не досмотрите эту историю до конца. В самом сердце дикой природы национального парка Этоша в Намибии живет слониха по имени Майра. Известная своим милым и обаятельным характером, Майра с детства вызывала любовь и восхищение у всех работников парка. Однако на этот раз внимание было приковано не только к ее дружелюбному характеру, но и к тому, что очень заинтриговало воспитателей, к ее беременности. Шли месяцы, и команда начала замечать, что происходит нечто необычное. Живот Майры рос быстро и странно, заставляя всех задуматься. Что же такое может происходить внутри этого любимого слона? По мере приближения родов напряжение только возрастало. Поначалу команда думала, что Майра ожидает появления на свет необычно крупного детеныша. Но что-то в глубине души подсказывало им, что это еще не все. Чувствуя тяжесть ответственности, Джонас, опытный смотритель и ветеран работы в парке, решил лично проследить за каждым этапом этой загадочной беременности. Он знал, что любая ошибка может поставить под угрозу жизнь Майры и ее ребенка. Джонас внимательно наблюдал за ней ночь за ночью, выискивая признаки, которые могли бы прояснить тайну, окружающую ее беременность. Но даже при всем своем опыте он никогда не смог бы предсказать, что может произойти. Наконец настал день, которого с нетерпением ждала вся команда. Тем утром во время обычного патрулирования по радио поступило срочное сообщение. С Майрой что-то не так. Она несколько часов пролежала без движения в открытом поле, вдали от своего стада, явно проявляя признаки беспокойства и дискомфорта. Джонас немедленно собрал нескольких коллег и поспешил к ней, захватив с собой специальную медицинскую аптечку, тщательно подготовленную на случай чрезвычайной ситуации. Когда они приблизились, увиденное встревожило их. Майра лежала на боку, тяжело дыша. Ее массивное тело заметно сотрясалось от сильных схваток. Йонас почувствовал, как сжалось его сердце, когда он увидел ее в таком состоянии. Он знал эту слониху с тех пор, как она была маленькой, и пообещал себе, что всегда будет рядом, когда ей понадобится помощь. Он спокойно, медленно подошел к ней, шепча слова утешения, чтобы она чувствовала себя в безопасности и уверенно в его присутствии. Удивительно, но Майра, казалось, сразу узнала его. Легким движением ушей она позволила Джонасу подойти еще ближе. Он осторожно положил руку на ее живот, отчетливо ощущая, что схватки становятся все более интенсивными, сигнализируя о приближении родов. Несколько минут спустя, среди напряженного молчания команды, внимательно наблюдавшей за происходящим, произошло нечто невероятное. Слоненок начал медленно появляться на свет, принося всем временное облегчение. Джонас, затаив дыхание, с волнением наблюдал, как крошечный слоненок выскользнул наружу и сделал свой первый глоток свежего воздуха африканской саванны. Он сразу же осторожно положил его рядом с Майрой, с тревогой надеясь, что мать и малыш сблизятся. Однако даже после родов ситуация все еще казалась неразрешимой. Йонас заметил, что Майра по-прежнему беспокойна, тяжело дышит. Что-то определенно было не так. Он снова осторожно дотронулся до ее живота, почувствовав непрерывные схватки, необычные после рождения единственного детеныша. В этот момент у него возникло смелое подозрение, от которого он едва не потерял равновесие. А не ждет ли Майра еще одного детеныша? Эта возможность одновременно взволновала и испугала Йонаса, поскольку он знал, насколько редко у африканских слонов рождаются близнецы. Не колеблясь,
он снова приготовил свою аптечку и, пристально глядя в измученные и встревоженные глаза Майры, прошептал слова ободрения, предлагая ей успокоиться и утешить. Следующие минуты были наполнены безмолвной болью. Схватки Майры снова усилились, явно сигнализируя о том, что вот-вот произойдет что-то экстраординарное. Джонас глубоко вздохнул, оставаясь твердым и готовым действовать при любых признаках осложнений. В напряжении, царившем в тот незабываемый момент, снова произошло невообразимое. На глазах у изумленных присутствующих медленно начал появляться второй слоненок. Когда из-под земли осторожно появилось крошечное тельце второго слоненка, всю команду охватила необъяснимая радость. Рождение близнецов у африканских слонов – невероятно редкое явление, его практически невозможно наблюдать в дикой природе. Джонас был глубоко тронут, полностью осознавая, что переживает исторический и уникальный момент. С большой осторожностью он помог второму ребенку придвинуться поближе к матери, быстро убедившись, что оба новорожденных живы и невредимы. В этот волшебный момент Майра издала глубокий стон, как будто наконец смогла расслабиться. В ее глазах, которые до этого были полны боли, теперь отражались облегчение и любовь к своим новорожденным малышам. Команда с восхищением наблюдала, как два маленьких слоненка делают свои первые шаги, очаровательно раскачиваясь вокруг своей матери. Джонас, глубоко взволнованный, едва мог поверить в чудо, свидетелем которого он только что стал. Эти двойные роды были не просто редким событием, это было поистине чудо природы. Коллеги вокруг него тихо улыбались, захваченные эмоциональной энергией момента. После нескольких часов напряжения все, наконец, вздохнули спокойно, понимая, что пережили нечто такое, что запомнится им на всю оставшуюся жизнь. Волнение этого момента было ощутимым. Джонас и его команда стали свидетелями чего-то невероятно редкого, чему лишь немногие эксперты когда-либо имели честь быть свидетелями в дикой природе – здорового рождения слонят-близнецов. Постепенно Майра начала приходить в себя, ее дыхание снова стало спокойным, а в глазах появились благодарность и облегчение. Джонас нежно помогал малышам держаться поближе к матери, с восхищением наблюдая, как они делают свои первые неуклюжие шаги рядом с ней. В этот трогательный момент слон-самец, который внимательно наблюдал за происходящим издалека, медленно приблизился и нежно обнял Майру и ее детенышей хоботом в нежном жесте защиты и единения. Вскоре после этого другие слоны из стада с любопытством приблизились, тихо празднуя рождение этих двух новых членов семьи. Джонас слегка отступил назад, позволяя слонам насладиться интимным моментом, но его сердце переполняла гордость. В конце концов, он выполнил свою миссию, обеспечив безопасность этой особенной семьи. В нежном свете африканского рассвета эта трогательная сцена надолго запомнилась Йонасу и всей команде, став настоящим подарком, который природа преподнесла им в тот незабываемый день. Как только все уладилось, и Майра окрепла настолько, что могла заботиться о своих малышах, Джонас решил, что пришло время предоставить семье необходимое пространство и уединение. Медленно возвращаясь к своей машине, он бросил последний взгляд назад, навсегда запечатлев в своем сознании незабываемое зрелище близнецов с их любящей матерью. По радио его взволнованный голос сообщил коллегам по всему национальному парку о невероятном событии, свидетелями которого они только что стали, вызвав ликование и облегчение у всей команды. Уже в своей машине Йонас не мог перестать улыбаться, чувствуя глубокое удовлетворение от того, что стал частью этого исторического момента. Хотя за свою карьеру он был свидетелем многих родов, ничто не могло сравниться с эмоциями, охватившими его в последние несколько минут. В глубине души он знал, что только что пережил нечто уникальное, настоящее чудо природы. Слоновья семья, теперь в безопасности и спокойствии, медленно двигалась по открытому полю, начиная новую главу.
Для Джонаса этот день стал не только редким событием, рождением двух детенышей, но и незабываемым уроком настойчивости, уважения к дикой природе и прочной связи, которая может существовать между людьми и животными. Это редкое рождение близнецов у африканских слонов демонстрирует, насколько природа может удивлять и трогать нас. Подобные моменты напоминают нам о жизненной важности защиты и уважения дикой природы на нашей планете. В конце концов, забота об этих животных означает заботу о нашем общем будущем. А теперь я хотел бы знать, что бы вы почувствовали, если бы смогли своими глазами увидеть такой особенный момент? Оставьте свой комментарий ниже и сообщите нам, что вы думаете об этой невероятной истории. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить еще больше потрясающих видео, подобных этому. Увидимся в следующий раз.